Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. В этом видео я сравню две накладки одного производителя. То есть это накладки Dr. Nibar КО, но одна 1,5 мм, другая 2,0. Попробуем, поиграем, посмотрим элементы, в чем все-таки влияет толщина губки на игру. Вот. Пробовать будем на двух основаниях. Одно основание это Dr. Nibar Jackpot, вот, и другое основание это Dr. Nibar Phenomen. Соответственно, одно основание класса Off, другое основание All Round. Ну, что можно сказать по игре подрезки? Ну, следует сказать, что при игре шипами КО подрезка получается плоская, и здесь помимо того, что она плоская, она летит довольно еще быстро. Так вот, ну, здесь классический. Толщина 2,0, отскок очень большой, и можно сразу же этой подрезкой захватить инициативу. 1,5, чуточку меньше, все пока совпадает, никаких таких нюансов нет. Вот. Все контрольно, можно и укоротить, и удлинить, но основное достоинство, что она такая как бы плоская, почти как толкаете мяч. Где она применяется, я советую применять ее при приеме подачи. Соперник подает подачу, вы сразу начинаете таким тычком захватывать инициативу, потому что сделать прямо сильный топ-спин по такому тычку порой неудобно, следует слабый топ-спин, но если срезка она завышена, вы сразу сможете контратаковать. Переходим к накатам, посмотрим разницу в накатах. Ну что можно сказать про игру накатом? Ну, конечно, следует отметить, что средние шипы КО, игра по плоскому мячу, то есть соперник играет накатом, и вы играете тоже навстречу накатом этими шипами, то у вас будет огромное преимущество, очень большое. Потому что мяч летит очень неприятно, и тут толщина не важна. 1,5, 2,0, мяч стелится, ныряет, вот, и поэтому плоская игра для вас должна быть, ну, прямо, скажем так, золотая, будете набирать много очков. Ну, а что сказать по существу? Значит, на основании Off 1,5 он становится более жестче, и, соответственно, можно подкручивать. И если техника такая, как идет вверх, то мяч все время направляется в стол. Можно и толкать, подкручивать, мяч все время попадает. При 2,0, если играете вверх, то мяч может срываться, потому что это надо подбивать, бить, не надо ничего подкручивать. То есть немножко по-другому, более требовательно к технике перед собой. То есть 2,0 это все перед собой, бьем, никаких вращений, не надо ничего вращать. Ну, можно чуть подкрутить, но в целом оказывает давление. Понятно, что скорость выше, и можно быстрее выиграть очко, потому что вы направляете как бы накат, более неприятный мяч летит быстрее. Вот. Ну, по контролю, ну да, 1,5 контрольный, здесь все понятно, да, губка тоньше, значит более контрольно. Сейчас попробуем, потестируем блоки.
блоки. За блоки тоже получается, вот я поиграл по ощущениям 1,5, ну, конечно же, более контрольный. То есть мяч возвращается, и даже если где-то не успели, подставили. Подставили вот в какой точке. Хочу отметить, что надо подставлять по восходящему мячу, не давать мячу взлететь. Потому что если мяч взлетает, тогда очень сильное завышение. Вот именно со стола направлять, то есть как вот на видео я направлял. 2,0, похожая техника, все так же самое, но надо понимать, что отскок чуточку быстрее, и этим можно, получается, контратаковать. То есть ставите блок, быстрый отскок, и соперник не успеет что-то сделать. Сейчас как раз попробуем контратаки, то есть по слабым топ-спинам я попробую поатаковать, понакатывать 1,5 и 2,0. Пробуем. Вот за контратаки я сейчас поиграл и 1,5, и 2,0, и вы знаете, удивительно, но в целом контроль приблизительно одинаковый. Ну, вот если в блоках порой 2,0 может вылететь за стол при определенном вращении, то в контрударах, в принципе, стабильность похожая, но, безусловно, 2,0, если попадает на стол, разрушительная сила и скорость приносят свои плоды, очень нелегко сделать следующий топ-спин. Сейчас мы попробуем начало по подрезке. Ну, начало по подрезке комфортнее сделать в толщине 2,0, больше отскок. Вот, конечно, требуется техника и четкое выполнение здесь одновременно вращение и удар. То есть чистое вращение мяч сорвется, а если удар, то когда мяч ниже сетки, получается тоже не очень комфортно бить. Надо как бы и подкрутил, и сразу ударил. 2,0 и 1,5 можно мощно начинать, и 2,0. Вот, ну 2,0 комфортнее, отскок больше, чуть не успели, сыграли. Сейчас попробуем, поиграем основанием феномен от доктора Небауэра. Посмотрим, как ведут себя эти накладки 1,5 и 2,0 на all-round основании.
Итак, накат, all-round основание, 1,5 мм и 2,0. Ну, здесь, конечно, комфортнее 2,0. Говорим за атаку, мяч ложится в стол, можно надавить, и он более летит неприятно. 1,5 это контроль, может быть рассчитано на такую игру стабильную, то есть держим, ждем ошибки, и там уже надавить надо приложить больше усилий, и, соответственно, более высокие требования к технике. Сейчас посмотрим блоки и контур удара. Ну, поиграли основанием all-round 1,5, 2,0. Очень хорошо, скажем так, звучат шипы на этом основании, потому что скорость основания небольшая, очень контрольна. И 2,0, и 1,5. Все попадает в стол. Удобно и контратаковать. Единственная, конечно, особенность по сравнению с оффом, это добавляются блоки, даже такие чоп-блоки под сетку. То есть можно рвать ритм игры. Накатил, подставил, соперник подбежал, завысил, и можно нанести удар. Понятно, ответить, что лучше на этом основании, 1,5 или 2,0, очень сложно, потому что 2,0 получается больше атакующих возможностей, давления, а 1,5 добавляется вот такие укороты, больше контроля, держать мяч очень удобно. Поэтому и та накладка на all-round основании, феномен, играет и хорошо себя проявила. Ну что, подведем итоги. На примере шипов КО, средних шипов, я показал вам разницу между накладками 1,5 и 2,0. Итак, представьте, что перед вами стоит такой выбор, какую накладку взять, 2,0 или 1,5. Тут по тестам, ну и по моим ощущениям, я советую поступать таким образом. Если основание OFF, там OFF+, то я бы советовал поставить накладку 1,5, потому что она позволит и контроль, и противность будет, и скорость, скажем так. 2,0 тут более высокие требования к технике, потому что если что-то не так повели, мяч может улететь за стол. Но достоинство 2,0 то, что, например, вставили один блок или нанесли один удар, он имеет гораздо большую разрушительную силу, чем, например, при игре 1,5 мм. Соответственно, порой что вам лучше? Набрать очко, вы держите накат, держите, и соперник ошибся. Это 1,5. Или же вы нанесли один удар, второй, и соперник сразу ошибся. Это 2,0. Соответственно, понятно, что требования при активной, быстрой игре в технике очень велики. Пробовали мы играть основанием All, и здесь, вы знаете, 1,5 хорошо себя проявили, и 2,0, потому что all-round основания добавляет хороший контроль, и здесь уже от ваших предпочтений. Также добавляется очень укоротый, рваный темп, то есть можно накатил, сразу укоротил, получил высокий мяч и нанести удар. Что еще можно отметить? Такие элементы, как подрезка, ну или пассивный блок, тут губка не сильно влияет. И подрезка, в принципе, и 2,0 очень контрольная, и пассивный блок, если грамотно подставились по восходящему мячу, это очень важно, то мяч тоже попадает на стол. В общем, играйте в теннис. С вами был Максим Черепнин. Ну, я надеюсь, помог вам выбрать 1,5 или 2,0. До новых встреч!